It's amazing. All right. Okay, so these are some thoughts. These are some thoughts on this verse and purport. Hare Krishna. Any comment or question? Yes. I was just thinking that the lady has to be qualified. For the man, somebody has to be qualified in order to deliver his wife and his children. Absolutely. Absolutely. Here, the thing is here, the focus. Yeah, but obviously, it's not just all up to her. The husband also. Well, we did mention here. Мы говорили здесь о Господе Раме, непосредственно как Шрила Прабхупада дает должное качествам Господе Раме, Господу Раме, каким образом он был верен ей, как он защищал ее перед любой опасности, даже если грозила смерть. He what? He was like protected the after marriage he just like walked away. He wasn't attached. Okay. So your point is that he walked away or that he wasn't attached? Вы говорите о том, что он ушел, или о том, что он не был привязан? Yes. Well, I wouldn't say he wasn't attached. Да, я бы не сказал, что он не был привязан. Дождитесь завтрашнего текста, и тогда вы увидите, что не было такого, что он не был привязан. То есть вот на такой волне, да, кому какое дело, ладно, если вы настаиваете. Нет, он сам хочет жениться, он хочет жениться именно на ней, потому что он ценит ее по достоинству, но при этом он оговаривается. Мы увидим это по мере развития беседы, он оговаривается, что после рождения сына, что это, кстати, должно быть частью сделки. К слову говоря, после рождения сына я мне необходимо получить этот опыт, но только лишь до определенной степени, до определенного момента. После рождения сына я вновь покину дом и вернусь к отреченному образу жизни. Yes, good idea. Да, хорошая идея. Not to just sort of drag on. Не просто. So the point she made is that Матаджи говорит о том, что it's a good example. Хороший пример Кардамы Муни для наших преданных на данный момент. В настоящие дни благоприятно принимать ванапрастху до достижения определенного возраста и не просто в подвисшем состоянии оставаться или просто волочить свое существование в грехаска ашраме до того, как уже замертво упадешь. Да, это на самом деле не является незначительным моментом. Мы видим, что на данный момент в Исконе много преданных, которые жили в храмах, если они не жили раньше в храмах, они работали, но при этом они были очень серьезными преданными, всем регулирующим принципам на протяжении многих лет, практикующим в течение многих лет, но затем они достигли определенного возраста, когда в соответствии с варнашрамой пришло время принимать ванапрастху, и в конце концов, как объясняет Бхакти Махарадж, как в его случае произошло, он был домохозяином, но при этом он жил в храме. Да, он прошел через период ванапрастхи, а затем он принял саньясу.
И мы видим, that not so many devotees are doing что на like самом that, деле actually. небольшое количество And, преданных проходит через it's a little все disappointing, эти actually, этапы. И это на because самом деле Prabhupada немного does talk разочаровывает, about it потому что Шрила on Прабхупада numerous говорит об этом occasions. несколько раз. Thank you. Спасибо за ваш вопрос. Okay, one last point. И еще один дополнительный комментарий, вопрос, пожалуйста. Were we offline for long? Because I just didn't see that we'd been thrown out. That's what? Oh, BC. Okay, BC. The cartoon strip I referred to is called Я BC. ссылался на вот эти вот комиксы. Times, BC. Они назывались BC, да, то есть Before Christ, то есть это до нашей эры. Обычаи, которым следовали до нашей эры. To what degree the guru, I see. Вопрос я не слышу, поэтому... Okay, did you hear the question? No. So the question is basically, well, the actual question is, суть вопроса в том, что we see many divorces in the current day видим, что situation. на данный момент много To разводов. what degree should the guru get involved И in до какой arranging the степени гуру marriages? Yeah? должен быть вовлечен в организацию браков? Это хороший вопрос. Вопрос. И вы, вероятно, найдете разных преданных, у которых есть разные мнения по этому поводу. Но если вы спросите лично мое мнение, то гуру может принимать участие, или даже должен принимать участие, хотя бы до какой-то степени, в свадьбах своих учеников, по крайней мере для того, чтобы вдохновить их, рассказать им о том, что они вступают в духовные взаимоотношения. Но непосредственное решение, выйду ли я замуж, женюсь ли я на ней или нет, That, in my opinion, по моему мнению, и такова моя практика, такое решение должны принимать сами молодые, потому что это Кали-юга, здесь очень-очень сложно. И людям самим очень-очень сложно. И мы сами являемся сложными людьми. Не знаю, считаете ли вы себя сложными сами, но мы все сложные люди. По крайней мере, до какой-то степени, несмотря на тот факт даже, что мы являемся пытаемся быть преданными. Тем не менее, если двое сложных людей встречаются вместе, и можно даже попытаться посредством астрологии, здравый смысл, понять, подходят ли они друг другу или нет, и до какой степени, если это совместимость, если она вообще. Но чтобы принимать конкретное решение, да, непосредственно участникам этого процесса. Да, то есть это правильный кандидат для меня. И она тоже считает это правильный вариант для меня. Да? Гуру не может, по моему мнению, давать такой совет, жениться или не жениться конкретно, потому что в этот момент берется человек, который дает такой совет, он берет на себя огромную ответственность. И мы видим, да, что на данный момент количество разводов увеличивается и увеличивается. И если развод происходит, то очевидно, что это происходит лишь по причине того, что они не могут правильно общаться друг с другом, потому что им сложно друг с другом, поскольку они сложные люди. Они не могут правильно взаимодействовать. И, по крайней мере, один из них перестает терпеть другого, больше не могу терпеть, и происходит развод. Но если
Есть наставление гуру, который говорит: я хочу, чтобы ты это сделал, ты должен это сделать, ты должен это сделать, то тогда это не очень хорошо для гуру, на самом деле. Задача гуру — давать духовные наставления, и пара должна получать духовные наставления от своего гуру. И если ранее они получили плохое наставление, в результате которого сейчас происходит катастрофическая ситуация в отношениях, то для такой пары будет очень сложно принимать дальнейшие советы по поводу дальнейшей жизни. Но если гуру не был вовлечен именно таким образом в принятие конкретного решения по поводу брака, то тогда, по крайней мере, можно надеяться или ожидать, что эта пара будет по-прежнему открыта к принятию советов и наставлений от своего гуру, по крайней мере, каким образом улучшить свое состояние своего брака. Либо гуру может помочь им попытаться понять друг друга лучше и продолжить брак, либо если они все-таки решают разойтись, то тогда он должен помочь им найти свои пути, но также дальше в сознании Кришны и продолжать поддерживать их обоих в сознании Кришны. Я отвечаю на ваш вопрос. Да? Хорошо. Тогда Харе Кришна. Thank you, devotees. Спасибо, преданные. Internet land. С интернет-пространства. All right. So I'll just switch off. Okay. And it worked okay, did it? It worked okay. All right. Good. We're on the right track. Haribol. Oh, one thing. You must be free at 12:30 your time, 11:30 my time, because a devotee has suggested another system, a very good system, and we're going to sort of discuss with him on Skype or whatever. So 11:30 my time, 12:30 your time. Okay. Haribol.